Может быть такое, то, что у вашей семьи нетворк такой, там академики, научные деятели, музыканты, певцы, там артисты, может быть. Но там нет бизнесменов. It's okay. До Вестминстерского университета я всегда думал, что я самый крутой. Мне нужно было что-то, чтобы сделать меня чуть скромнее. И этот университет сделал меня скромнее. И одна из моих миссий сейчас будет работать с университетами. Я всегда говорю, инвестиции дают кайф 2 раза. Когда вам сказали «да» и когда деньги попали на счет. Все. Какой чек будет средним для инвестирования или какой максимум или минимум? При разговоре с инвестором не нужно делать большой упор на деньги, нужно делать упор на совет. Я должен сделать так, чтобы была воронка стартапов в Узбекистане. Моя доля стоила, я знаю, вы хотите подвести к этому вопросу, более $1 миллиона. Я не продал эту долю, я не заработал с этого денег, но it's okay. Насчет инвестиций я не буду давать инвестиции, Сугурта Базар. Интервью с Alqa Venture, они сказали, что если мы в одну нишу инвестировали, мы не будем в такой же аналогичный продукт инвестировать снова. Знаете, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать бизнес. В Узбекистане до сегодняшнего дня, я смотрел статистику, оказывается, к сожалению, может и к счастью, получили деньги только 44 стартапа. 44 стартапа. Это очень мало. Для человека много не нужно. Он может и там косушку этого съесть, еды. По крайней мере, человек стремится ко многому. Да, и хлеб и так далее, но а что потом? Друзья, всем привет! Это наш новый формат выпусков подкастов, интервью с интересными личностями из мира бизнеса и стартапов. Сегодняшний наш гость очень интересный. Это всем известный экс-директор и сооснователь стартапа Сугурта Бозор, а на данный момент генеральный директор самого крупного венчурного фонда в Узбекистане United Ventures, который имеет капитал более $40 миллионов. Азизбек, Здравствуйте. добро пожаловать, спасибо большое за уделенное время. Как будто меня здесь не было, я так появился. Все эффектно делает. На самом деле, нам было очень интересно рассказать, как вы все это начали, Да. с чего началось ваше, получается, ваше начало в бизнесе и к чему вы сейчас пришли. Ну, я много чего делал в школе. Я продавал рефераты, устанавливал какие-то приложения и так далее. И всегда у меня было что-то в сердце предпринимательское, всегда хотел что-то сделать. Но, к сожалению или к счастью, я думаю, более к счастью, чем к сожалению, у меня не было никогда какого-то стартового капитала, чтобы начать что-то большое или вообще что-то начать, там, 10-15 тысяч долларов. Поэтому мне приходилось устраиваться на работу, получать какой-то опыт, копить деньги, зарплаты и что-то начинать. А вообще я был и в традиционном бизнесе, и не в традиционном бизнесе. Самый первый проект, который вообще мне очень понравился, это был Ольча-Уз. Это проект интернет-коммерции. Я работал в этом стартапе, и меня очень зацепило, как команда работала, как вот эта вся движуха, то, что все молодые, бизнес-модель, мы быстро росли, команда. У нас офис, там одна комнатка была, и самый последний офис, который я помню, это 4 этажа, это наше здание. Понимаете, да? То есть вот такой был рост за 1 год. И тогда я понимал, о, прикольно, нужно делать что-то такое. Это когда было? Это было в 2018 году. Я тогда только окончил Вестминстерский университет. Я там работал, когда на 4-м курсе учился. И после этого у меня всегда было желание что-то сделать. У меня было несколько проектов, которые я сам делал. Я открывал и точки общепита, открывал и магазины и так далее. И самый первый такой более или менее такой проект, который дал мне большой опыт, это тоже 2018-2019 год. Это проект доставки еды. Вот 2018-2019 год мы с друзьями начали доставку еды, Deliveroo. Тогда уже были платформы, но мы выявили самую большую проблему. Там была как узкое горлышко, да, говорят, это в колл-центре. То есть из-за того, что каждый заказ подтверждал колл-центр, существующие решения, они теряли очень много времени, в среднем 15-20 минут для доставки еды. Да. А для еды это очень важно, 15-20 минут, сами понимаете. Поэтому мы начали, год работали, и у нас опять-таки не было капитала, IT-парк только открылся, не было никаких фондов.
или фондов, я всегда шучу, если говоришь фонд, значит фондов, значит не фонд. Я питчил зарубежным инвесторам, там, израильским инвесторам, турецким, английским и так далее. И у них был вопрос. Вот, например, я иранец в Англии, например, да, почему я должен инвестировать в узбекский проект? И не было какого-то исчерпывающего ответа, потому что бизнес-модель, она не новая. Доставка еды, она существует и будет существовать. Поэтому, не было ответа, и, у нас не было английского законодательства, которое понимают вообще инвесторы за рубежом. Поэтому я так и не смог привлечь деньги, и мы благополучно закрыли этот проект в 2019-2020 годах. Вот, после этого я опять-таки устроился на работу, в 3 компаниях работал, вообще разные сферы, начиная с рыбной отрасли, заканчивая рекламой. В рыбной отрасли у нас там 3000 гектаров, самая большая ферма в Центральной Азии, я там работал, инвестиционным менеджером. И тогда, когда я познакомился с большими инвесторами с Израиля, у них был частный самолет, очень большой частный самолет, и мне понравился их самолет, я вам должен честно это сказать. И тогда я задумался, что я могу сделать такое, что будет масштабно работать. И тогда я работал во второй компании, и мне позвонил один друг из Бухары. Он говорит, слушай, у нас есть проект, нам нужен маркетолог. Я говорю, все хорошо. И он задает вопрос, он говорит, а какую зарплату ты хочешь? Я говорю, знаешь, я уже чуть-чуть отвык от зарплаты. Я говорю, все, я должен уже отходить и должен более ориентироваться на equity share, то есть долю в бизнесе. Я говорю, давай увидимся, обсудим этот момент, и если договоримся, начнем проект. Так и появился Сугурта Бозор, в принципе. То есть, получается, Сугурта Бозор начался с Бухары? Да, бухарские, опять-таки, друзья. Я всегда говорю, несколько нетворков, которые всегда помогают человеку. Первое – это семейный нетворк. Это очень важно, но может быть такое, что у вашей семьи нетворк такой, там академики, там научные деятели и так далее, музыканты, певцы, там артисты, может быть, но там нет бизнесменов. It's okay. Да. Но есть второй нетворк, это университет, откуда мы сейчас будем проходить, Вестминстерский университет. То есть это ваши однокурсники, одногруппники, тем более в Весте мы 8 раз меняли наши группы каждый семестр. Да, каждый семестр мы меняли группу, и там тоже очень много знакомых. И третий, который вы сами зарабатываете нетворк. То есть вы идете, знакомитесь, вот вы меня откуда знаете, я вам написал, да? Я вам написал первым. Мы в мероприятиях знакомились тоже. Потом мы там познакомились во время мероприятий и так далее. То есть я вот и вы этот нетворк заработали. То есть мы своим трудом, мы правильно донесли какую-то информацию, и мы поняли что мы друг другу интересны, и давайте общаться. Я больше всего делаю упор на именно этот нетворк. Конечно, про обучение я не забываю, но этот нетворк, он самый важный, который зависит только от меня, только от моих возможностей, только от моей формулировки, когда я хочу скоммуницировать что-то другому человеку. И сейчас получается то, что Сугурта Бозор начался в каком году? Сугурта Бозор начался до меня в виде вообще другого проекта. Проект назывался NetCost. 2020 год. Они начали без меня, 2 кофаундера, начали работу. И потом в какой-то момент у них опять-таки узкое горлышко, и нужно было привлекать пользователей. И они думали что проблема в маркетинге, а на самом деле там проблема была в деньгах. То есть, модели? Нет, не было денег у них. То есть, чтобы привлекать пользователей, должны быть какие-то ресурсы. Получается, Сугурта Бозор, когда вы пришли, у них были, условно, такие модель агрегатора страховых моментов. То есть идея заключалась в том, чтобы сделать Банки.ру в Узбекистане. Но потом кофаундеры поняли, что есть Банкус, есть Депозитус, есть куча таких проектов, которые уже сагрегировали большое количество банков, и там очень большие проблемы с монетизацией, это во-первых. И во-вторых, они тратили очень много денег на привлечение пользователей. И тогда они поняли, либо они должны идти горизонтально, то есть много услуг, либо они должны идти вертикально в страховую сферу, выбрать один продукт и начать с этого продукта. И они сделали правильный выбор, они выбрали ОСАГО, то есть обязательно страхование. Почему? Потому что это буханка,
все должны ее покупать. Ну, тогда не было понимания, как это делать онлайн и так далее. Но ребята это сделали, до какого-то момента дошли, потом им уже потребовалась помощь. Тогда они вышли на меня и сказали, вот нужен маркетолог, идем к нам. Я посмотрел, вестовские ребята, то есть окончили Вестминстерский университет. У нас есть общий язык, мы друг друга понимаем, на одном языке разговариваем. И здесь играет большую роль очень наш университет. Он дал нам такой понятийный аппарат. То есть, когда я шучу, они понимают. Когда они шутят, я понимаю, да, например. Да. И когда Один язык общения. Да, вот easy, на easy все идет. Очень все легко. И вот это мне понравилось, и я сказал, давайте начнем. Я тогда занимался рекламой. Мы начали как сайд-хасл. После 6 мы собирались в кафешки. Я, кстати, был в Душанбе, там, оказывается, тоже типа B&B кафешка есть, где там топовый райончик. В B&B мы сидели, обсуждали. Почему B&B? Потому что у них всегда были розетки, всегда был Wi-Fi, да, всегда был интернет. И нам было, кофе. Да, и кофе американо. Все, что нужно стартаперу, все там было. Мы начинали, но в какой-то момент я собрал ребят, я говорю, слушайте, нужно, если заниматься, нужно заниматься серьезно. Поэтому давайте уходим с работы. И так как это моя инициатива, я уйду первым. Я ушел первым. У меня только что родился сын. Я снимал квартиру, мне нужно было платить аренду. И я взял вот этот риск на себя. И когда в жизни я о чем-то там сомневаюсь, там у меня есть план А, план Б и так далее, я напоминаю сам себе то, что когда у меня только-только сын родился, я смог уйти с работы, я рискнул. И из-за того, что я рискнул, а Бог любит тех, кто рискует, я познакомился с инвестором, и через несколько месяцев я смог привлечь $100 000. Получается, вы через несколько месяцев присоединения в Сугурта-Бузор смогли привлечь эти деньги. Да. Не страшно было, имея семью, имея ребенка, в том числе там новорожденного? Было страшно? Конечно, было страшно. Всегда страшно. Мне очень нравятся слова Касса Дамата. Он говорил Майклу Тайсону, он говорит, и ему страшно, и тебе страшно, да? Да. Но профи, вообще мастер, он умеет работать со страхом. Он может использовать страх как адреналин, как правильную энергию, которая будет вас мотивировать, а не так, чтобы вы впали в депрессию, и вам стало плохо, и вы уже перестали заниматься своим проектом, собой и так далее. Поэтому, конечно, мне было страшно. Я думал, многие люди мне звонили со страховой сферы, они говорили, вообще, не туда идешь, тебе лучше устроиться на работу, давай лучше нормальными вещами занимайся и так далее. В принципе, я нормально на это реагировал, потому что это уже был второй стартап, и в Deliverr такой же сценарий был. Когда у меня, например, дед или там кто-то спрашивал, а чем ты занимаешься, например, да, я не мог объяснить, чем я занимаюсь. И тогда я понял то, что коммуникация – это очень важная часть вообще, очень важная часть любого бизнеса. Как вы об этом говорите инвестору, клиентам, партнерам и так далее? Дедушки. Дедушки, обязательно, конечно. Я понял то, что это мое. Стартап – это кайф, стартап – это драйв, стартап – это легкость. В каком смысле? В принятии решений, в движении. Нет какого-то груза, который на вас возложен кем-то, да? И все просто. Вы решили, сделали, не получилось, сделали еще и так далее. Сейчас очень много ребят делают стартапы, работая где-то. Да. То есть им на самом деле тоже страшно уходить с работы. Мы сейчас вернемся к Сугурта-Бузор и какими результатами они достигли с вашей помощью, с вашим участием, и что сейчас с ними стало без вашего участия, будет становиться. Какой совет вы бы дали ребятам, которые сейчас работают, но в то же время делают свой стартап? Ну, это нормально. Нужно питаться, нужно есть, нужно платить за аренду квартиры. Поэтому это нормально. Но, знаете, я всегда говорю, есть какой-то внутренний голос, это ваш голос. Мозг – это не ваше, сердце – это ваше. Мозг – это телевидение, это университет, это школа, там еще что-то и так далее. Это все какое-то воздействие на вас. А сердце это вам принадлежит. И истинный предприниматель, он всегда получает какой-то зов.
он получает какой-то голос, и этот голос идет изнутри. То есть он понимает, вот это самое время, нужно уходить, нужно делать. Я вот этот зов получил. И рискнули. Я рискнул. И как? Я не жалею. Сейчас мы пришли к Вестминстеру. Да, Вестминстерский университет. Вестминстерский университет, получается. Почему он для вас важен? Ну, во-первых, до Вестминстерского университета я всегда думал, что я самый крутой. Я в Бухаре, там, в школе, в лицее учился, там, олимпиады выигрывал и так далее по разным предметам. И разные конкурсы выигрывал. И у меня было такое чувство, что я самый крутой в Бухаре. И мне нужно было что-то, чтобы сделать меня чуть скромнее. И этот университет сделал меня скромнее. Потому что я зашел в класс, и я смотрю, там ребята намного круче меня. Ребята намного круче меня, это во-первых. И во-вторых, я думаю, не только это в Бухаре было. В детстве было такое, то, что если у вас есть физическая какая-то сила, вы крутой. В школе обычно так было. А я не был мастером спорта, и я занимался разными видами и боевых искусств, там бокс, рукопашный бой, я занимался теннисом, я занимался плаванием, я занимался пианино. Ну, это не боевое искусство, но, как Жванецкий говорит, подведи ее к роялю, да? И я понял то, что это не мое, я должен чуть-чуть в другую сферу идти. Я должен качать свой мозг. И в этом мне очень помог Вестминстерский университет. И самое важное, что я получил здесь, вот у меня скоро будет встреча с ректором, мы будем обсуждать потенциальное партнерство. Почему? Потому что, опять-таки, мы друг друга понимаем. У меня образование этого университета. И этот университет научил меня, как нужно работать в команде, как нужно общаться с ребятами. Те же курсовые, кто-то не пишет, кто-то пишет много, больше всех. Да, например, кто-то хочет там какой-то читинг сделать, да, по-другому все написать. Ну, тогда ChatGPT не было. Заказать, да, и так далее. И вот этот весь процесс, он как бы проектирует, это, как, знаете, есть Model of United Nations. То есть, где каждый вот студент, там, человек и так далее представляет свою страну. То есть, он моделирует. То есть, этот университет показал мне в какой-то части, может, на 50, может, на 60%, как работает социум. То, что все, что вы делаете в команде. Все, что вы делаете с кем-то. Зачастую сейчас в наших странах стартаперы — это студенты. Да. Если там в других странах это специалисты, зачастую, да. Почему студенты? Потому что они собираются в одном месте, в одном комьюнити, придумывают идеи и создают. Но как им быть? Какой совет бы вы им дали? Те же самого того же университета или вообще другого? Потому что вот, например, мы снимали подкасты с другими студентами, в том числе Мухаммад Саидом Тахирджи. Да, он был студентом Инхау, он говорил, что университет дал большую возможность в реализации его стартапа. Но есть еще огромное количество других студентов и мнений, которые говорят, можно и без университета. Что может дать универ? Я тоже когда-то думал, что можно без университета, но я был неправ, потому что университет все равно вам дает базу, а база — это то, что университет учит вас, как учиться. Вот это самое главное в университете. То есть университет — это не про знания, это про то, как вы можете находить эти знания и как вы можете использовать эти знания. Вот это очень важно. Я бы сначала хотел дать совет университетам, а потом студентам. Университетам очень важно поддерживать вот эту предпринимательскую атмосферу. Например, вот внутри Вестминстерского университета есть Innovation Hub, Innovate называется. И они проводят воркшопы, мастер-классы и так далее с предпринимателями. И мне вот это очень нравится. Я хотел бы, чтобы все университеты хотя бы помогали студентам со связями, хотя бы давали какой-то шаблон, что значит стартап, как это работает, как нужно питчить. Или если даже это не стартап, если вы хотите там что-то научное сделать, что вас связывали с какой-то лабораторией, потому что вы сами знаете, в лаборатории все очень дорого стоит. Если вы хотите купить что-то, то это будет вам стоить там много сотен тысяч долларов. Поэтому я хотел бы, чтобы университеты более смотрели в сторону стартапов
И одна из моих миссий сейчас будет работать с университетами. То есть я хочу поддерживать университеты, чтобы в рамках университетов были инкубационные программы, и через эти инкубационные программы создавались команды. Потому что стартап — это в первую очередь команда. А потом это уже проблема, решение, продукт, экспансия и так далее. Но все начинается с людей, как и везде. Университет тоже начинается с людей, да, например. Поэтому очень важно, чтобы вот эти команды сформировались, а чтобы они сформировались, нужен сеттинг. То есть нужно создать такую структуру, чтобы команды друг с другом встречались, люди с друг другом встречались и так далее. Посмотрите на Стэнфорд, да? Там в каждой кофейне кто-то там какой-то чек закрывает, инвестиции поднимает и так далее. Нам до Стэнфорда еще чуть-чуть есть, но мы должны ставить амбициозные планы. Почему мы не можем стать? Мы Центральная Азия, очень большой регион. Все большие силы мира готовы общаться с нами в роли региона, не в роли стран, а в региона. Поэтому регионально мы должны друг друга поддерживать. А насчет студентов, это один из самых прекрасных моментов в жизни, который давал мне столько удовольствия. Вот эти курсовые дедлайны, там, какие-то там шуточки во время обеда, после обеда, когда вы опаздываете на уроки, для вас это как будто бы какой-то там маленький кризис, вы нервничаете, там еще что-то делаете и так далее. Но это самый отличный момент в моей жизни. 4 года, которые я провел в этом университете. У меня до сих пор остались очень хорошие связи с учителями. Это моя фишка, я всегда поддерживаю связь. Если кто-то спросит про мою суперсилу, я говорю, я умею поддерживать связь. Студенты должны вот эти 4 года, у них очень много времени, нужно что-то делать. Не обязательно самому, как человек, самому или как компания и так далее, можно устроиться куда-то, например, да, на стажировку, и внутри чужой компании что-то сделать и посмотреть. Вот эти 4 года очень важно. Есть же мем. Мне 18, но у меня есть там стаж работы там 20 лет, да, например. Это откуда? Потому что это откуда вышло. Университет? Да, вы с университета выходите, и HR у вас спрашивает, а у тебя есть опыт? И вы задаете ему встречный вопрос или ей. Вы говорите, слушай, откуда у меня может быть опыт, если я учился в университете? На самом деле нужно получать опыт во время университета. Не обязательно, что вы знания, которые вы здесь получили, там где-то использовать. Самое важное понимать, как работают компании, как работают механизмы, как работают структуры, как нужно общаться с человеком, когда нужно поставить его на место, когда нужно уступить ему, как вести переговоры и так далее. Вот это очень важно понимать. И вот это понимание приходит только в реальной среде, где у кого-то другие интересы, чем у вас, да? И вам нужно договориться. И тогда вы уже получаете реальный опыт, когда вы должны учитывать интересы другого человека, вы должны учитывать его мировоззрение, ситуацию, как вы смотрите на эту ситуацию, и какие есть вообще у вас шаги, да, как в шахматах. Жизнь — это не шахматы. Шахматы это одна доска, и там сколько-то вариаций, да? А жизнь — это и X, и Y, и Z, там очень много осей. Неограниченные возможности. Неограниченные. Вы можете в любом направлении двигаться. И вы во время шахмат можете в покер играть. Это без разницы, это жизнь. Но чтобы это понимать, нужно быть знаком с реальными кейсами, с реальными людьми. Для этого нужно выйти с университета, пойти в какую-то компанию и уже начать работать. Вот это самое важное, что бы я порекомендовал. Вот зачастую у студентов тоже есть такая проблема. Как вы сказали, HR требуют опыта, и не все студенты умеют, подают, но их не берут. Да. Что с этим делать? У меня была такая же проблема, потому что я хотел большую зарплату. Но когда я поменял свой подход, я пошел и начал говорить, типа, слушайте, потому что я так начал думать, мне нужен опыт, пожалуйста, покройте мои стандартные расходы, типа там еда и такси, или там транспорт, и я готов на вас работать. И здесь еще очень важно, это везде об этом написано, не выбирать компанию, а выбирать начальника. Потому что вы хотите этого или нет, вы начнете его копировать. Да, учиться у него. Да. В первую очередь. Да, вы будете его копировать. Вы будете хотеть, не будете хотеть этого, вы будете копировать своего начальника.
Поэтому очень важно, чтобы первый начальник был тот, которого вы хотели бы скопировать. А чтобы негативного опыта, чтобы тоже не было. Пусть он будет, но чтобы у вас правильные ожидания были. Негативный опыт в любом случае. Негативный опыт, знаете, когда происходит обычно, когда неправильно сформированы ожидания. Вы ожидали что-то одно, получилось другое, да? Ну, значит, ожидания нужно как-то скорректировать и уже в правильном направлении двигаться. Но неудачный опыт тоже опыт. Да. Любой кризис предотвращает следующий кризис. Это улица трансформации для меня, потому что там все дороже, во-первых. Вы должны зарабатывать больше, чтобы находиться на этой улице. И эту улицу несколько раз уже меняли. Эта улица, трансформация, все лучше. И когда я только в Ташкент пришел, я там гулял, Айбек там и так далее, и мне вот эти там крутые дома есть, они очень понравились. Я потом зашел, там погулял, посмотрел, там 150 квадратов, 250, 350 квадратов, одна квартира. И я зашел даже в несколько квартир, это реально хорошие квартиры, там все по-другому. Я начал мечтать тогда. Я смотрю, я говорю, хорошие квартиры. Это повлияло на ваши проекты в целом или на вас? Я думаю, да. Вы же начинаете мечтать. Да. Какие-то амбициозные цели ставить? Да. Для человека много не нужно. Да. Он может и там косушку этого съесть, еды. По крайней мере, человек стремится ко многому. Да, и хлеб и так далее, но а что потом? Ребят, мы продолжаем наш интервью и в целом со вкусным чаем с медом. Да, черный чай с медом и со льдом, это очень важно. Так, можно я вас перебью сразу? давайте. И скажу то, что вот этот формат интервью мне очень нравится. Почему? Потому что здесь есть движение, а движение, вот это слово, само движение мне очень нравится, потому что предприниматели, они всегда двигаются, они всегда что-то хотят сделать, хотят попробовать что-то новое и так далее. И все это происходит в движении. Мы решили не сидеть. Да, пойти познакомиться с кем-то движение, взять чай, это движение и так далее. И вот этот формат мне, честно, и сам Бог, смотрите, какую нам погоду дал. Вчера какая погода была, и сегодня какая погода. Согласен. Я с утра, сегодня в 5 я проснулся, утра, на восход посмотрел, в 5:30 примерно было. Я так обрадовался, то, что или в 6 было, то, что сегодня такая погода будет. Мы решили тоже в студии не сидеть и больше теперь записывать в живых форматах. И мы сейчас будем говорить о ваших движениях в Сугурта-Базаре. Вы добились для местного рынка огромных результатов. Вы были амбассадорами этого проекта, где вы представляли его везде. И из-за вас зачастую, да, во всех мероприятиях вы выступали и вас знали. Как сейчас повлияет ваш уход на этот проект? Я так понимаю, внезапный уход. Да, это был внезапный уход, потому что вышло такое предложение насчет United Ventures. Я, конечно, подумал, потому что 3 года работы, столько связей, продукт, клиенты и так далее. Конечно, вы задумаетесь об этом. Но знаете, Бог нам всем отправляет какие-то сигналы. И либо мы принимаем эти сигналы, либо мы не принимаем. Нет такого или, нет 50 на 50. Вы либо понимаете то, что, окей, короче, это для меня, я понял, нужно действовать. Я думаю, этим отличается предприниматель от других людей. То, что когда... Да, вы видите возможность изменить что-то. Не заработать, а именно изменить что-то. Потому что вы столько старались, например, бесплатные мастер-классы в IT-парке, в других каких-то акселерационных программах, инкубационных программах, где я выступаю, я делаю это бесплатно. И делал это бесплатно. Почему? Потому что если вся стартап-сфера будет развиваться, будут развиваться все и наш на тот момент проект. Поэтому я всегда этого хотел. И в ноябре, оказывается, прошлого года я давал интервью в этом, на радио. И я, оказывается, написал, через 3-5 лет я хочу открыть свой VC-фонд, и я хочу инвестировать в наши стартапы. Я, оказывается, так писал, и я забыл об этом. Понимаете, да? Так. И когда вот это предложение пришло, я смотрю, о, прикольно, короче. Когда оно пришло? В январе. Сколько недель думали насчет этого предложения? Я неделю не думал, я подумал 2 часа.
2 часа. А как Да. команда отреагировала на это? Я посоветовался, конечно же, со своим кофаундером. Я очень рад, что он правильно это все принял. Мгм. Я сказал, вот есть такая возможность. Я понимаю то, что я выступал, там у меня были какие-то связи, наработки, мы работали вместе над продуктом и так далее. Но это такой путь, и человек живет несколько жизней. Мгм. Давным-давно человек жил только одну жизнь, он работал на заводе, Да. его отец работал там же, он его учил, как там работать и так далее. И он проживал одну жизнь, выходил на пенсию, и все, на этом все заканчивалось. Сейчас человек может прожить одну жизнь в течение 3-5 лет. Да. Я понял то, что это новая жизнь, нужно ее принять. Поэтому, почему выбрали эту улицу? Есть люди, которые не согласны с этой улицей, с трансформацией и так далее. Но что мне нравится связано с этой улицей, это Трансформируется. трансформация. Здесь все трансформируется. Вот плитки, где мы ходим, вот эти все заведения, здания и так далее, это все трансформация. А человек и предприниматель — это в первую очередь про трансформацию. Мгм. Насколько вы готовы меняться, насколько вы готовы поменять свою точку зрения и насколько вы готовы уже поменять даже в какой-то момент стратегию, например, да, и двигаться дальше. Поэтому это интервью мне нравится. Места, которые мне нравятся, мы в движении, поэтому я сейчас получаю абсолютный кайф. Мы Тем более черный чай с медом. будем стараться для всех наших гостей, которых мы будем звать и в дальнейших подкастах, выбирать те места, которые им нравятся, и чаи, которые им нравятся. Сколько инвестиций вы привлекли в Сугуртабазор суммарно? $220 тысяч, плюс $55 тысяч в виде грантов, Мгм. общий $275 тысяч. Два разных инвестора. Один инвестор с Узбекистана, другой с Казахстана. Какая оценка была у проекта на момент ухода? По нашей оценке $3 миллиона. Мгм. То есть моя доля стоила, я знаю, вы хотите подвести к этому вопросу, более $1 миллиона. Я не продал эту долю. Так. Чтобы продать долю, должен быть покупатель. Это первое правило рынка. Есть покупатель, есть продавец. Да? Я верну свою долю проекту. Мгм. В каком смысле? ООО, в рамках которого мы занимались проектом. Почему? В первую очередь, чтобы не было никакого конфликта интересов. Это во-первых. Мгм. Во-вторых, нельзя усидеть на двух стульях. Да, можно сайд-хасл, там где-то что-то преподавать и так далее, но это другое. Но когда у вас есть, например, какой-то бизнес-проект, например, да, Так. и есть фонд, нужно делать выбор. Либо А, либо Б. Поэтому Мгм. это очень важно. Я сделал свой выбор. Я ни чуточку не жалею. Я не заработал с этого денег. Но it's okay. Вот этот фонд даст мне развитие как человека духовно. Мгм. Потому что, вот представьте, вы ищете инвестиции, вы разговариваете с инвесторами. Мгм. И вы на своей коже прочувствовали весь вот этот путь, когда вам отказывают по несколько десятков раз, когда смеются, что за проект там и так далее, говорит человек, который в жизни никаким проектом не занимался, да, например. Поэтому я думаю, Бог дал мне такую возможность посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Мгм. И, может быть, в какой-то момент про какие-то вещи поменять свое мнение. Я готов Окей. поменять свое мнение. Я всегда говорю, я люблю людей, которые меняют мое мнение. Значит, они мне что-то показывают, того, что я не знал, или не Да. смотрел, не обращал достаточно внимания и так далее. И знаете, мне что сейчас нравится? Вот мы вот в центре улицы, и вот сзади вот два человека нас снимают, отлично снимают, спасибо большое. Вот когда они ходят, им открывается дорога. То есть все люди, которые стоят, они пропускают их. В жизни тоже так. Когда вы в движении, те люди, которые стоят, у них два выбора. Либо они будут стоять, и будет какой-то кризис, там, столкновение и так далее, либо они должны уйти с вашей дороги. И в основном они уходят с этой дороги. Поэтому если вы куда-то идете, там кто-то стоит, it's okay. It's Да. okay. Они подвинутся.
Нам нужно почаще Да. ходить с операторами. Сугурта Бозор, у вас Да. доля была более миллиона по вашей оценке. Да. Вы ушли с этого проекта, Да. вам сделали хорошее предложение. Да. Управлять самым крупным венчурным фондом на данный момент по капиталу в Узбекистане, который имеет более 40 миллионов долларов. И момент с тем, что это было хорошее предложение. Там, условно, зарплата, условия, возможности. Да. Допустим, вы сколько лет планируете, грубо говоря, остаться в данном фонде? Какие планы? Я думаю, у меня пока планов нет, сколько я буду оставаться. У меня есть миссия. Я должен сделать так, чтобы была воронка стартапов в Узбекистане, чтобы университеты, они генерировали команды, и чтобы эти команды создавали продукты, чтобы эти продукты превращались в компании, чтобы инвесторы финансировали процессы, может быть, даже на стадии идеи, когда они команды, или на стадии продукта, или на стадии экспансии, и чтобы университетская мечта превратилась в какую-то компанию. Я на 99% уверен, что все, что создается в университетах, продукт будет меняться, команды будут меняться и так далее, но они так начнут свой путь, они поймут, как работать с командой, как это все должно работать. К чему-то придут. Да, и придет время, они увидят какую-то другую возможность, какую-то другую проблему и начнут решать ту проблему. Но без этого опыта им будет очень сложно. И кто-то должен это сделать, и вот это моя миссия, потому что я знаю это и со стороны университета, и со стороны стартапа. Теперь я хочу посмотреть на этот вопрос со стороны фонда, не только посмотреть, я хочу решить эту проблему. То есть внутри университетов создавать инкубационные центры, чтобы университет генерировал команды. Вот это моя основная цель. Про United Ventures мы скоро вернемся. Более подробно расскажем о том, что он планирует. Касательно Сугурта Бозора. Ушел с команды основной амбассадор, с помощью которого проект знали. То есть зачастую вы выступали практически во всех крупных мероприятиях, которые проходили, вы выступали и представляли проект. Сейчас кто это все будет делать? Это хороший вопрос, потому что, знаете, в компании тоже есть жизни. Да. Вот у вас есть мини-маркет, вы хотите сделать супермаркет, да? Супермаркет, потом гипермаркет. Или вообще уйти в дарк-сторы, да? Вообще другая бизнес-модель. Я думаю, за 3 года все, что я должен был сделать, я сделал. Я привлек, мы создали продукт. Волнует ли вас, что будет с проектом сейчас? И потом? Конечно, волнует, но я должен правильно направлять свою энергию, когда я думаю о чем-то, потому что наши мысли управляют нами. Если я буду весь день сидеть и думать о проекте, мне лучше заняться проектом. А будете ли вы с командой работать после? Консультации какие-то? Нет, конечно, я буду с ними видеться, конечно, если там нужно с кем-то познакомить, я познакомлю. Насчет инвестиций я не буду давать инвестиции в Сугурта Бозор. Почему? Потому что, опять-таки, разные могут быть разговоры. И когда я уходил, я понимал, что это один из минусов, то, что Сугурта Бозор проект, он не сможет привлечь деньги с United Ventures, потому что это мой принцип. И я всегда работаю по этим принципам. Не будет ли несправедливо? Например, условно такие проекты. Сейчас, например, вы ушли, собралась новая команда, очень хорошие результаты добились, и им нужно, грубо говоря, большие деньги, которые может дать только ваш фонд. Ну, сейчас уже денег намного больше на рынке в Узбекистане, 10-кратно больше. Поэтому, если, как вы говорите, все там правильно, а там все правильно налажено, они смогут поднять инвестиции. И я, когда уходил, я сказал об этом, то, что Сугурта Бозор – это проект, где есть все равно какая-то душевная аффилированность, в смысле того, то, что вы создавали продукт, вы выступали, и я такое решение принял. Понял. А на данный момент какие цифры у продукта? Сейчас, на данный момент, я не знаю, какие цифры. Когда я уходил с проекта, я ушел с 1 февраля, MRR был $3000, GMV был
20 тысяч долларов в месяц, то есть оборот 20 тысяч долларов. Стартап совершал пивот в этот момент. То есть с страховой модели стартап, то есть команда переходила на именно другие B2B SaaS-продукты, про которые я не могу сказать, и запускала новый продукт в новых компаниях. И уже были такие неплохие договора там, с хорошими чеками и так далее. Поэтому я абсолютно не волнуюсь за этот проект. Я так понимаю, вы еще давали офис свой. Это ваш офис? Ну, как называется? Я имею в виду Сугурта Базара. Вы как коворкинг еще другим стартаперам, Да. в том числе Тахричи, давали пространство. Да. Это была такая история. Офис 53 квадрата, мы сидим 2 человека, и в какой-то момент мы друг на друга смотрим. А почему 2 человека сидим? Потому что все удаленно работают. Ага. Один в Польше, другой в Бухаре, третий еще где-то и так далее. И мы поняли, давай сдавать, нам скучно, короче. И потом я написал объявление, и Тахричи мне написал сразу. Он говорит, 3 стола мне, короче. 3 стола в студию. И мы дали им 3 стола в аренду. И это был такой суперский опыт. Нам было так комфортно с ними. Ребята вообще молодцы. Как они мыслят, как они строят продукты, их скорость, их видение, как они это все совершают. И все они это делают, очень важно, маленькой командой. Мы даже сейчас оборудование наше поставили в офисе Тахричи. Да. У нас есть подкаст, очень подробно рассказанный, как именно этот стартап строился. Вы можете посмотреть это в нашем канале, можете подробно узнать о пути Мухаммад Саида. Возвращаясь к теме Сугурта Базара, Да. Что стало с офисом? Я так понимаю, они отошли, мы сейчас в Юентере все поставили. Тахричи в Да, Юентере. Тахричи, они сняли другой офис, потому что там ребята на метро ездят, а мы, тот офис, где мы сидели, расположен был так, некомфортно для именно тех людей, которые на метро передвигаются. Нужно там минимум, если я не ошибаюсь, 1,5 километра пешком до офиса, а там 500 метров. Поэтому разница есть. Сейчас, получается, у Сугурта Базар прям он попал в черный список United Ventures. Нет, это не черный список, это мои принципы, личные принципы. Ну, получается, для того, чтобы конфликта интересов не было. Конечно, конечно. Потому что, сами понимаете, я один раз изменил своим принципам, один раз. Это было 10 лет назад. Знаете, у меня есть принцип не экономить. Я сэкономил в тот день. Сэкономил на чем-то, я сейчас точно не помню. Я в 10 раз больше заплатил. В 10 раз. И это произошло настолько быстро. Я быстрый такой фидбэк получил, то, что вообще не нужно идти против принципов. У меня есть там пару десятков принципов, но пару самых основных, да, там нельзя обманывать, нельзя красть и так далее. И вот эти принципы, они для меня очень важны. И эти принципы делают меня Азизбеком Курбановым. Я всегда говорю, вы слышали что-то плохое про меня, и у них нет ответа. Почему? Потому что я очень сильно работаю над своей репутацией. Это очень важно. У вас была хорошая компания, которая довольно-таки быстро росла, где вы работали, представляли крупную компанию, и, соответственно, в стартап-индустрии Узбекистана вы были одним из самых таких заметных стартапов. К вам поступило предложение перейти на более лучшие условия. Не станет так, что через полгода вам предложат место в 10 раз лучше? Все может быть. Вы можете уйти? Я не знаю. То есть, получается, Я не могу сейчас отвечать за какие-то там гипотезы в будущем. Все может быть. У нас в комментариях разыгралась такой момент, для всех это стало таким вау, как так получилось? Вам 28. Да. Вам 28. И это самый крупный венчурный государственный фонд, получается, который состоит, то есть основные инвесторы. Это не госфонд, там учредители госбанки, Да. если с этой стороны смотреть, да. Но там 7 банков, это госбанки, про это вы сказали, там поговорим. И ваш вопрос? Они увидели ваш текст, где вы говорили, что планирую создать венчурный фонд, и пригласили, или вы с кем-то из ЛПРов там были знакомы? Я думаю, дело не в тексте там было. Дело в том, что
Я хотел поднять деньги у этих банков для проекта. И я непосредственно с ними общался, поэтому я был на их радарах. И, может быть, во время встречи я кого-то впечатлил, может, нескольких людей я впечатлил, поэтому мне сделали такое предложение. Сейчас, сори. Третий принцип — маме отвечать всегда. Не будет ли так, чтобы через полгода, год или пару лет, когда у вас там начнется такие интенсивная работа над этими проектами, которые вы планируете и о которых мы сейчас будем говорить, вам сделают лучшее предложение, намного лучше, условно таки, да? От которого я не смогу отказаться, да? Предложение, от которого не получится отказаться, и откажетесь ли вы ради того, чтобы здесь закончить? Супер. Отличный вопрос, спасибо большое. Во-первых, нужно понимать, что такое лучшее предложение. На данный момент лучшее предложение для меня было именно то, что у меня есть возможность помочь стартап-экосистеме. Когда вы стартапер, у вас своих проблем хватает, вам нужно найти инвестиции, операционка, там, GR, PR, вот эти все моменты, и нужно, во-первых, намного больше энергии и ресурсов, чтобы влиять. Чем мне понравилось это предложение? Потому что реально можно повлиять на стартап-экосистему. Вы знали внутренние проблемы стартап-экосистемы? Конечно, я был в этой сфере последние 3 года, до этого Deliverr, еще пару проектов, разные годы. Там я вижу, как эволюционирует наш рынок, но я еще вижу, чего нам не хватает. Поэтому я видел то, что чего-то не хватает, и это не кибернетика, это не астрофизика. Это те вещи, которые уже сделаны во всем мире, просто нужно их скопировать и сделать в Узбекистане. Просто нужно это правильно сделать, все. И поэтому, когда было такое предложение, я понял то, что я могу повлиять на это все, я могу повлиять, дай бог, позитивно. Я уже начал это делать. Вот 2 недели, как я работаю, да, например, без офиса я провел более 50 встреч. Я уже послушал там очень много питчей разных серий, начиная с ideation, заканчивая там stage series A и так далее. С разных стран мне написали партнеры. Я сейчас веду переговоры с разными акселерационными программами по всему миру, да, например. Мог бы я то же самое сделать внутри стартапа? Нет. Поэтому выбор был очевиден. Конечно, я все равно подумал, я пообщался, посоветовался и так далее, и принял такое решение. Когда я принимаю решение, я уже иду уверенно, я не думаю, почему я это сделал, почему я так сделал и так далее. А насчет того, что будет ли лучшее предложение, я не знаю, но я знаю одно. Сейчас у меня есть миссия, которую я должен выполнить. Я могу ее выполнить за 3 года, за 5 лет. Я посмотрю. Но я должен ее выполнить. Почему? Потому что я всей своей шкурой чувствовал, насколько это сложно быть стартапером, когда у вас не хватает денег, кто-то уходит с работы, потому что схантила какая-то большая компания, где зарплата 3 раза больше, да, например. Когда у вас один бэкэндщик, и у вас сервак не работает 12 часов ночи. И там очень много проблем, которые вы должны решать каждый день. И каждый день это кризис. Ну, это нормально, это стартап. Но сколько таких людей на венчурном рынке в Узбекистане, которые тот же путь проходили, не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии, которые сами что-то делали, понимаете? Не которые пришли с каких-то больших корпораций, где там зарплата 15-20 тысяч долларов, да, в месяц. Они не могут мыслить как стартапер, они вообще по-другому мыслят. Поэтому, если вы не можете, вот Илья Стрибулаев, не зря он вот эту свою книгу Venture Mindset, да, назвал. Если у вас нет этого майндсета, вы не можете думать, вам будет сложно работать в этой сфере. Поэтому, слава богу, у меня есть опыт, у меня были всегда свои наработки, которые я всегда хотел применить, но в рамках одного стартапа что-то применять – это сложно. Последние мои телодвижения до ухода сюда, еще не было ясно, то есть не было предложения, я создавал национальный курс по всему Узбекистану по питчингу, как правильно питчить инвестору. У меня уже есть готовые материалы на 1 месяц, очень много презентаций и практики. Даже на днях у вас сессия. Да, ну это одна маленькая сессия, а там на месяц курс был.
То есть я вот это все разработал, и я думал, как я могу этим существующими ресурсами что-то сделать. И я понял то, что я могу преподавать. И я пришел к этому курсу, я хотел с одним партнером в Узбекистане запустить этот курс, но потом, когда уже это предложение пришло, опять-таки это выбор, нужно было выбрать одно, и я выбрал одно. Я так понимаю, что у 7 банков, которые сейчас, получается, организовали, не было конкретного управления. Или было уже? Вас как пригласили? Какой-то конкретный банк или же все разом? Не, ну все разом не было. Вышли на контакт несколько банков. Я не могу назвать какие. Было несколько банков, и они вышли с предложением примерно в одно и то же время. Там промежуток несколько часов. И они сказали, вот создается такой-то фонд, про который я не знал. Я думал, то, что каждый банк свой фонд открывает. Но я не знал то, что они типа объединились, 7 банков. Это было очень грамотное решение. Зачем 7 управляющих компаний и так далее. Это сложно все. Поэтому они объединились, смогли найти общий язык. И они поняли то, что совместными усилиями можно дать там 10x результат. Поэтому мне позвонили, несколько банков написали, я чуть-чуть озадачился. Мне вообще позвонили по другому вопросу, мы вообще другое обсуждали. И когда уже вышел вот этот вопрос, кстати, короче, там вот человек нужен и так далее, и потом второй человек, третий человек, четвертый человек и так далее. Разные люди звонили, и вот как-то так вышло. Последний заключительный вопрос, после которого мы перейдем уже более углубленно на тему, получается, стартапов, венчуров и в целом фонда. Да. Почему-то Белиш или тот же самый трудоустройство, работа, бизнес по знакомству — это плохо или хорошо? Супер. Я видел этот комментарий, я знаю, кто его задал Марат. Он когда-то работал сам диджитал-маркетологом. И прикол в том, что я даже к нему обращался вроде когда-то с каким-то вопросом. Если я не ошибаюсь, это он был. Да, я прочитал этот вопрос. Ну, слушайте, что такое Таниш Белиш вообще? Если это понимать со стороны непотизма, как на английском, да, кумовство на русском, можно проверить, у меня нет никаких родственников и так далее, которые вообще даже в банках работают. Связаны с этим вопросом. Абсолютно. И с другими вопросами. Все, что я делал сам. Все, что я делал своими усилиями. Конечно, мама помогла получить образование, да, например. Друзья помогли сформировать какой-то характер. Дед помог своими наставлениями, когда я был еще молодой. Он привил вот эту любовь к чтению, любовь к анализу и аналитике, анализировать все, как в фильме, да, анализирую это. Вот те люди, которые мне реально помогли. А нетворкинг, я сам шел и знакомился. Но вы довольно-таки, получается, были известны за последние годы, которые вы работали в стартапе. Я старался. Вы очень часто... Это было непросто. Я работал над этим. Я находил подкасты, правильное позиционирование, правильное время, правильное место и так далее. Я работал над этим. Правильное мероприятие, правильное время питча, с правильным человеком увидеться, с кем-то поговорить, чтобы меня тоже на мероприятие пригласили и так далее. Это не очень просто. Это full-time job. Я над этим работал. И я даже... Бывали такие моменты, например, я отменял подкасты, я отменял встречи. Почему? Потому что я находил какую-то информацию, не очень хорошую, про репутацию этого человека, я отменял встречу. Потому что я буду с ним обсуждать. Поэтому вот как-то так. Если нетворкинг — это Таниш Белиш, я не знаю. Это полезно? Нужно разделять. У нас просто Таниш Белиш в негативной форме говорят в Узбекистане. Да, очень негативной форме. А я за нетворкинг. Без нетворкинга ничего вы не сможете сделать. Если даже вы крутой спец, никто не знает об этом, но вы будете работать, вы не будете там много зарабатывать.
В целом, нетворкинг в бизнесе, она довольно-таки решающая и одна из самых таких важных факторов, который помогает добиваться успеха намного быстрее. И, соответственно, в Узбекистане сейчас огромное количество мероприятий, нетворк-мероприятий, где можно с кем-то познакомиться, в том числе с Азизбеком тоже можно познакомиться, проходят, и даже можно на них участвовать, и в целом Азизбек открыт к общению, поэтому можно в целом познакомиться и найти э, возможно, какое-то предложение. Мы об этом поговорим. Азизбек в команду ищет амбициозных ребят. Об этом поговорим. Возможно, это станет, в позитивном ключе, если сказать, неким позитивным Танишем-Белишем, который, получается, для вас... Давайте это так не назвать, давайте назовем это так. Это возможность. Да. И когда возможность рядом, нужно ухватиться за нее. Недавно созданный самый крупный венчурный фонд в Узбекистане по капиталу. Да. Какие цели и стратегии имеет в ближайшее время? Супер. У нас цель одна это развивать стартап-экосистему в Узбекистане. Но из-за того, что у нас ресурсов много, мы хотим стать именно центрально-азиатским экосистемным игроком. Что это значит? Это значит, мы должны взаимодействовать с нашими коллегами в Казахстане, в Таджикистане, в Кыргызстане и так далее, чтобы обмениваться воронками, чтобы поддерживать друг друга, чтобы наши университеты начали кооперировать, чтобы инкубационные программы были не только в рамках Узбекистана, но они были и в рамках Центральной Азии, потому что вот я недавно был в США, и, знаете, большие страны хотят общаться с нами как регион, как я уже сегодня говорил, поэтому мы должны объединиться, и наши усилия тоже должны быть объединены. В каком смысле? Вот, например, мы хотим сделать какую-то инкубационную или акселерационную программу, ее нужно делать в нескольких странах, чтобы, например, стартапер посмотрел, если, конечно, это его целевая аудитория, соседние страны, чтобы он посмотрел и изучил. Вот у нас была такая программа, мы были в Ташкенте, в Астане и в Баку. Конечно, короткое там время было, но за вот эти 3-4 дня в Баку, 3-4 дня в Астане, в Астана-хаб это все проходило, а в Ташкенте, в IT-парке, мы друг друга узнали, мы получили какие-то связи, несколько раз поужинали с разными людьми, у которых там банки есть, там страховые компании есть и так далее. И на тот момент мы получили вообще колоссальный нетворкинг. И когда вы выходите вообще на соседние страны, на другие страны, одна из проблем – это знакомые и команда. Если даже у вас есть команда, нужно через ваш нетворк продавать свой продукт и делать экспансию. Значит, первое – это развивать стартапы. Мы хотим развивать стартапы, мы хотим делать упор на инкубационно-акселерационные программы, и чтобы на этом все не заканчивалось. Потому что я очень много акселерационных, инкубационных программ сам прошел и понимаю, там несколько вообще проблем. Первая проблема, если программа на 3 месяца, через месяц все теряют интерес, и посещаемость, она супер падает. Даже я сам, через 30-40 дней, вы уже понимаете, все, уже хватит, уже нужно что-то делать, вы уже переборщили. Мы хотим поэкспериментировать по этому поводу, но это не супер рисковый эксперимент, это более оптимизация. Потому что если мы знаем то, что более 30 дней, многие стартап-проекты, они перестают участвовать, они не посещают, активность падает и так далее, почему бы не сократить? Почему бы не поменять формат? Почему бы не сделать по-другому? Откуда бы я это знал, если я бы сам не участвовал? Потому что я сам участвую и понимаю, если даже я захожу, я посещаю урок какой-то, да, или мастер-класс, воркшоп и так далее, семинар, но другой стартапер он не посещает. И я понимаю то, что первые 30-40 дней люди держатся. Я хочу под вот это все оптимизировать, и сейчас мы создаем ТЗ, потом мы объявим тендер, будем искать организаторов этих программ.
Например, мы не смотрим в сторону Y Combinator, например, в США. Почему? Потому что они знают свой рынок, у них все заточено под США и так далее. И я не хочу делать вообще географию нашего фонда США, потому что там свои правила, там юрисдикция другая и так далее. Вначале мы должны понять вообще, что можно сделать в Центральной Азии и что можно вообще в Азии сделать. Да, например, есть сейчас страны, Индонезия, например, есть другие страны, которые развиваются, у них рынок очень большой, демография позволяет там расширяться и так далее. И третье – это инвестировать в стартапы. Акселерация, инкубация – это все хорошо, но где деньги, да? Мы будем инвестировать в стартапы на разных стадиях. Я сейчас не буду говорить стадии. Все стадии, которые есть сейчас на рынке, мы будем рассматривать все предложения. Почему? Потому что в Узбекистане до сегодняшнего дня, я смотрел статистику, оказывается, к сожалению, может и к счастью, получили деньги только 44 стартапа. 44 стартапа. Это очень мало. Это супер мало. А в чем проблема? Проблема, опять-таки, есть воронка. На первом этапе недостаточно команд, которые создали бы продукты, и потом, которые уже переросли в компанию и начали уже заниматься чем-то, начали монетизировать свое решение и так далее. К сожалению, вот этого не хватает на рынке и не хватает специалистов. Поэтому одно из наших направлений мы будем обучать своих сотрудников. Это в обязательном порядке. То есть есть Стэнфорд, есть Уортон, есть Гарвард, есть разные направления, есть Колумбийский университет. Мы будем вкладывать в образование нашей команды, потому что нужны знания, нужны компетенции, и мы должны понимать, как играть в эту игру. Если вы не знаете, как играть в игру, ну, значит, вы уже проиграли. Мне очень нравится фраза Сунь Цзы: ты сначала выигрываешь войну, потом идешь воевать. Но если ты идешь воевать, чтобы выиграть, ты уже проиграл. То есть до уже все должно быть понятно. Поэтому у нас видение такое. На данный момент, получается, вы сказали, что вы планируете реализовать акселерационные инкубационные программы, которые будут охватывать практически всех. Те, которые хотят открыть свой стартап или развивать свой бизнес. Касательно третьего пункта, который вы отметили, привлечение инвестиций. Кто может стать потенциальным, получается, стартапом, который может привлечь инвестиции от United Ventures? Как я вам уже сказал, будут разные стадии, начиная с ideation stage и заканчивая Series A. То есть если даже у вас есть, например, задумка какая-то, да, но нет продукта, мы можем дать вам деньги, может, и не дадим вам деньги. Но как минимум мы вам совет дадим, потому что зачастую происходит, вот такие на ideation stage они идут в этот венчурные фонды, и там люди говорят, которые никогда стартапы не делали, они говорят: ну, ты сначала это сделай, сначала нам покажи там бухгалтерию, покажи, документы принеси, там еще что-то сделай, покажи, вот где у тебя продажи, да, например. А может, ему какой-то совет нужен. Может, нужно его с кем-то свести, да, например. Вот недавно мне писал один человек, юноша очень интересный, ему 20 примерно лет. Он хочет сделать один проект в общепите, и он хочет работать с той компанией, где у меня очень хороший знакомый. Я говорю: давай я сейчас тебя лучше познакомлю, у тебя будет какой-то трекшн, и когда ты будешь привлекать деньги, у тебя dilution поменьше будет, ты поменьше процентов компании отдашь. Давай я тебе просто так помогу, мне никакие проценты не нужны, мне просто важно, чтобы ты был мотивирован. Например, я иногда вижу кейсы, когда фонд хочет забрать не 10%, а 20%, хочет там искусственно снизить оценку или там как-то по-другому посчитать и так далее. Поэтому первое, над чем я сейчас работаю, я работаю над именно мандатом, именно регламентами, как мы будем оценивать, какая будет методология. Я хочу сверить эту методологию и с другими коллегами в Центральной Азии. Почему это нужно? Если мы будем соинвестировать с этими компаниями, то у нас должна быть одинаковая методология оценки стартапа.
Если у нас будет разная методология, вы по 2 миллиона оценили, мы по 5, да, например, или наоборот, то мы не сможем с вами договориться. И мы не сможем договориться со стартапом, тогда мы уже начнем с вами конкурировать. И если я даю высокую оценку, стартап выберет меня, да, например. Но так не должно быть. Поэтому нужно методологию сверить в Центральной Азии. И третье, нужно построить платформу общения с другими игроками в Центральной Азии. Потому что мы у себя тусуемся, они у себя тусуются и так далее. Конечно, есть какие-то региональные форумы, там еще что-то, но они в основном раз в год. Это очень мало. Нужно каждый месяц встречаться и обсуждать, что происходит, какие есть стартапы, куда мы идем, например. Может, есть какие-то большие технологические компании, кому нужно помочь, например, сделать софт-лендинг в Узбекистане. Вот, например, у нас есть 7 банков, да? Может, есть какое-то решение у большой какой-то компании, которое можно применять здесь, в банках. И во время применения там будут работать те же студенты, программисты или там другие и так далее, и они будут перенимать их знания, как technology transfer, да, будет в банках, там, в других организациях и так далее. И тем самым мы поможем вот этой отрасли вообще развиваться. Еще один момент. Мы сектор-агностик. Мы не будем смотреть только на финтех, например. Были такие комментарии, ну, банки, скорее всего, только финтех, скорее всего, там еще что-то и так далее. Но не только финтех. Мы не хотим ограничиваться только одним направлением. Мы будем рассматривать все направления. Если, например, по робототехнике что-то нам понравилось, мы можем рассмотреть. Мы не даем гарантию, что мы будем инвестировать, но мы готовы рассмотреть. Правильно? Это же первый этап. Во-первых. Во-вторых, у нас есть знакомые там в разных странах мира, с которыми мы можем свести вот эти компании. Поэтому я всегда рад за общение. То есть я всегда за общение, чтобы люди писали мне напрямую. Не так, как там некоторые компании, вы пишете там второй ассистент третьего заместителя вам отвечает. У нас не так. Я сам лично отвечаю. Мне пишут люди в LinkedIn, в Telegram, в Инстаграме, в Фейсбуке, во всех платформах мне люди пишут. Я сам лично всем отвечаю. Почему? Потому что, когда я был студентом, мы писали иногда автором книг, когда мы писали курсачи, и у нас была такая радость, когда нам автор отвечал. Может, это не автор отвечал, но в любом случае мы получали удовольствие, когда мы получили ответ. Обратную связь. Да, обратная связь, она очень важна. И я вижу то, что немногие делают упор на это. А для меня, как на тот момент студента, стартап-фаундера и так далее, для меня это было очень важно получить обратную связь. И сейчас я понимаю, что они чувствуют на той стороне, когда они пишут мне с запросом. Поэтому одна из моих первых задач — сказать то, что я принял, и принять, посмотреть, рассмотреть и дать какой-то фидбэк. И сделать это в очень краткий срок, не через 3 месяца отвечать, да, например, а ответить сразу, дать какой-то фидбэк, дать направление, дать какую-то там референс-компанию из насмотренности, да, может, они могут рассмотреть какую-то компанию и оттуда что-то взять, с кем-то познакомить. Это же не проблема. Мы сами так начинали, нам тоже кто-то помогал, нас тоже кто-то вот так за ручку водил. Я работал в одной компании, меня там учили, как наливать чай гостю. Многие думают, что это просто, это непросто. Нужно уметь наливать чай, нужно уметь стучаться в дверь, нужно уметь начать разговор, нужно уметь представить себя и так далее. Вот эти важные моменты, откуда вы научитесь, если вы не увидите, там, не скопируете, у кого-то не спросите и так далее. Поэтому у нас такая позиция, мы открыты, потому что когда экс-фаундер начинает заниматься инвестициями, то его вот этот путь дает о себе знать, и он уже мыслит по-другому. Конечно, в стартапе правила игры чуть-чуть по-другому, в фонде они другие. Это тоже нужно понимать и принимать. Это я понял и принял. Здесь есть там определен некий документооборот, да, например, он должен быть, it's okay. Формальность. Да, это все должно работать. И какие-то моменты там будут занимать время, но это нормально. Наша цель — сделать так, чтобы вот эта система работала,
и чтобы эта система защищала в первую очередь права стартапов. В каком смысле? Чтобы стартапы как минимум должны быть услышаны, и они должны получить обратную связь, это во-вторых. И в-третьих, если мы даже без никаких своих финансовых ресурсов можем задействовать свой нетворк или можем какой-то пилотный запуск сделать в рамках какого-то банка, мы всегда готовы. Поэтому вкратце вот так. Касательно, мы понимаем, что, получается, вы 2 недели уже работаете, Да. и говорить о конкретных каких-то кейсах не получится, потому что их пока таковых нет. Вы ранее упомянули о том, что вы общались уже с какими-то стартапами насчет инвестиций. Кто принимает решение насчет инвестиций в тот или иной стартап? У вас 7 учредителей, банков, которые, получается, инвестируют на ваш фонд. Принимают ли решение каждый из банков, представители каждого банка, или только вы и ваша команда? Супер. Отличный вопрос. Мы сейчас формируем инвесткомитет. Решение будет принимать инвесткомитет. Инвесткомитету будем передавать проекты мы, будем делать, вот это есть slow lane 3 недели, fast lane 1 неделя, да? Вот этот slow lane будем проводить мы, due diligence, будем общаться, там он будет питчить, мы будем смотреть на финмодель и так далее, и потом мы будем уже передавать инвесткомитету, и инвесткомитет уже решает. Да, нет. А сейчас состав инвесткомитета мы сейчас решаем, мы над этим работаем. Мы делаем так, чтобы там была экспертиза, там были учтены интересы наших учредителей, конечно же, и мы должны понимать требования рынка, венчурного рынка. Поэтому вот эти все моменты, они будут учтены 100%. Вы сказали, что будете сектор-агностиком. То есть, получается, вы не рассматриваете на конкретную сферу, то есть не приоритизируете какую-то сферу или какую-то занижаете. Такой вопрос. Интервью с Alpha Venture, они сказали, что если мы в одну нишу инвестировали, мы не будем в такой же аналогичный продукт инвестировать снова, так как это конфликт интересов между продуктами в портфеле. Что на это вы скажете? То есть вы сможете профинансировать в 2 аналогичном, то есть не 100%, да, в какой-то мере аналогичном продукте или стартапе? Мы пишем сейчас этот регламент, но, знаете, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать бизнес. Давайте представим то, что мы не обсуждаем фонд, а мы обсуждаем бизнес. Вот я знаю несколько маркетплейсов, я знаю несколько досок объявлений, да, типа OLX, которые работают, как бы они конкурируют, но если вы детально посмотрите на их пользователей, чем они там занимаются и какой у них jobs to be done, зачем они вообще туда зашли, они вообще разные, они супер разные. Поэтому каждый кейс уникален. Вот так категорически отрезать я не согласен, потому что я знаю много кейсов в мире, где у одного человека были 2 чайные компании в одной и той же ценовой категории. География была разная. Там подача была разная, например, да, где-то в пакетиках было, где-то рассыпной, где-то в килограммах, где-то там по-другому. Один и тот же чай, в принципе, один и тот же завод, разные компании. Поэтому таких кейсов вообще много в мире, когда у одной компании есть шейры, то есть доли в разных бизнесах, то есть в бизнесах, которые более-менее одинаковые в сфере работают. Поэтому я не могу категорически сказать «нет» таким проектам. Это во-первых. Во-вторых, проектов настолько мало, если мы будем ставить 100-500 каких-то критерий, ребята, мы тогда не должны инвестировать, да? Мы должны давать тогда деньги каким-то большим компаниям, у которых уже есть оборот большой, и все, просто вот этим заниматься и так далее. Поэтому я думаю, в этой жизни не нужно быть категоричным, нужно трансформироваться, нужно работать над своим мышлением и уже выходить за грани вот таких понятий и так далее, категоричных. Нужно быть открытым. Вдруг, может, они сейчас одним и тем же занимаются, но у них абсолютно разные видения на продукт. Что случится через 1 год? Это разные люди. Да. Но чтобы это понять, нужно как минимум с ними увидеться. Как минимум нужно с ними созвониться.
Если вы не разговаривали с этим человеком, откуда вы это знаете? Согласитесь? Согласен. Откуда вы это знаете? Вы должны пообщаться. Сесть там 15-20 минут, 30 минут. Время есть у всех, знаете? Если вы правильно будете распределять свое время, у вас будет время и на операционку, и на встречу со стартапами, и на конференции, и на университеты и так далее. Вот сейчас у меня время хватает. У меня сейчас команды нет, я команду набираю. Я и на встречах, и на подкасте сейчас, да, интервью. Мы говорим о процессе изучения стартапа для инвестирования. Но мы, как я ранее отметил, не имеем каких-либо конкретных кейсов и регламент, который на данный момент разрабатывается. Примерно, грубо говоря, по этому регламенту, если уже прописано, какой чек будет средним для инвестирования или какой максимум или минимум? Пока он не прописан. То есть он прописан, он не утвержден. Зачем обсуждать те вещи, которые не утверждены? Но мы понимаем рынок, мы понимаем, какие чеки должны быть, какие есть компании, какие у них потребности и так далее. Мы будем закрывать там 90-95% потребностей рынка. Поэтому я думаю, я ответил на ваш вопрос. Касательно времени инвестиций, сколько примерно вы закладываете на изучение, рассмотрение одной заявки стартапа? Сколько, например, потенциальному стартаперу, который вам подал, ждать вашего ответа? После того, как мы все вот эти процессы поставим, наш прогноз — это 4 недели, 4 рабочих недели, 3 недели на именно slow lane, due diligence, общение, финмодели, знакомство с командой там, и так далее. А потом уже неделя после того, как мы на инвесткомитет уже передаем этот вопрос, на это мы будем закладывать неделю. Поэтому в течение месяца это самый идеальный кейс. Месяц, еще там кто-то может задать вопрос, с какого дня месяц? С первой встречи месяц. То есть вы питч-дек отправили, мы какой-то скрининг сделали, мы говорим, good, давайте встречаться. Вот с этой встречи до инвестиций месяц. Угу. Понял. Многие говорят о том, что другие большие игроки в мире, в том числе страны, рассматривают Центральную Азию не как отдельные страны, а как регион. Да. И в целом и Астана Хаб, и IT-парк Узбекистана сейчас работают над тем, чтобы показывать Центральную Азию как регион в других, условно-таки, регионах. Теперь такой вопрос. Будет ли United Ventures инвестировать или рассматривать проекты с других стран региона? То есть, получается, с того же самого Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана. Это второй часто задаваемый вопрос. Это правильный вопрос. Опять-таки сейчас работаем над этим, потому что 7 госбанков, и нужно учитывать вывод средств, как это будет осуществляться. Мы сейчас изучаем юридические моменты, как это сделать правильно. Потому что у нас узбекская юрисдикция, где-то другая юрисдикция, и как вот это все будет работать. Поэтому, что вы понимали, первый человек, которого я найму, это будет юрист в команду. Я изначально хотел персонального ассистента, но потом подумал, в принципе, я сам справляюсь сейчас, но первый человек, кого я нанимаю, это юрист. Юрист с очень хорошим бэкграундом, с очень хорошим образованием, зарубежным образованием. Международный юрист. Международный юрист, который понимает English law, который понимает наше законодательство. Это будет первый человек, который будет у меня в команде. В описании, получается, под видео будут контакты и Азизбека, и фонда. Вы можете отправлять свои отклики. Конечно. Мы поговорили касательно фонда, немного затронем тему в целом индустрии стартапов и венчура в стране. Как вы на данный момент его оцениваете? Он только зарождается. 2018 год, мы когда проходили первую инкубацию, ничего почти не было. Сейчас уже есть новые проекты, новые лица, каждый раз на конференциях. Обычно как было? 10 человек, все мероприятия, все конференции, те же люди. Сейчас каждый раз я вижу новые лица, и от этого я получаю вообще удовольствие. Это значит, есть приток людей, есть приток новой крови, свежей крови в эту сферу. И я вижу интерес разных стран. Они смотрят на Узбекистан охотно, но не все хотят рисковать, они хотят, чтобы мы платили за что-то там и так далее. Почему? Потому что недостаточно пока что доверия. Поэтому наша страна сейчас очень активно занимается брендингом,
Лично президент этим занимается, у него очень много встреч, если посмотрите, вот недавно с молодежью были встречи, он говорил о стартапах. Когда еще мы говорили о стартапах, да, на таком уровне, сам президент заинтересован, поэтому это дает мне еще больше мотивации, не только мне, но и всем, в принципе, то, что президент думает о стартапах. У него есть видение, то, что у нас такие талантливые люди, которые могут создать успешные компании. Единственное, им нужно чуть-чуть помочь, им нужно предоставить ресурсы. И если мы предоставим все ресурсы, то, дай бог, у них получится. Отлично. Какие советы вы бы дали стартапам, которые на данный момент думают о привлечении инвестиций? У меня есть шаблонный ответ, потому что я отвечал на этот вопрос очень много раз. Первое, нужно понять, нужны ли вообще инвестиции. Это первое. Потому что бывают кейсы, где продать продукт там, и взять авансовый платеж намного легче и мудрее, чем поднять инвестиции. Это первое. Второе, нужно понимать, зачем вам эти инвестиции. Ну хорошо, я всегда говорю, инвестиции дают кайф 2 раза. Когда вам сказали «да» и когда деньги попали на счет. Все. На этом все заканчивается. Почему? Потому что в основном денег не хватает. Вы сейчас 100 тысяч привлечете, 200 тысяч, 300 тысяч и так далее, не будет хватать, и нужно будет распределять вот эти деньги. А для этого вам нужен, хотя бы, если даже это неправильный план, нужен план какой-то. Это не бизнес-план. Те люди, которые говорят бизнес-план, они не понимают эту сферу. Это не бизнес-план, это план. Это один лист А4, что мы хотим сделать, куда мы идем, какие у нас примерно расходы, там, какой будет результат и так далее. Это второе. И третье, при разговоре с инвестором не нужно делать большой упор на деньги, нужно делать упор на совет. Нужно получить совет. Но если вы попросите деньги, вам дадут совет 100%. Если вы попросите совет, может быть, вам дадут деньги. Вот это в 2018 году с Азербайджана один человек, он когда про питч рассказывал, я помню, если хочешь совет, проси деньги, если хочешь деньги, проси совет. Или одно и то же, да, сказал? Ну, наоборот, короче, вы поняли. Вот этот момент. И еще один момент. Нужно уметь презентовать себя и свой продукт. Я в этом очень много проблем вижу, потому что из-за этого я решил запустить курс до United Ventures. Сейчас уже я не буду запускать его. The Art of the Pitch. Нужно уметь питчить. Это очень важно. Нужно уметь рассказывать, как вы начали, куда вы идете, откуда у вас появилась такая идея и так далее. Нужно уметь рассказывать. Вот это самое важное. Одно из самых важных элементов – самопрезентация. Как вы оделись, как вы зашли в комнату, куда вы пригласили, как вы дали визитку, дали ли вы вообще визитку, может, она вам вообще не нужна, да? Вы только ideation stage, у вас уже визитка есть, например, инвестор может как-то по-другому на это посмотреть. Поэтому нужно вот эти моменты понимать, и обязательно нужно поговорить с человеком, который уже поднял деньги, и понять его путь. Потому что он знает, он проходил через этот путь, он знает вопросы, какие будут, он знает, какой будет сеттинг, там 15 минут у них время будет, это будет офис, там кафе или там, я не знаю, другое место какое-то. Поэтому поэтому я люблю тех людей, которые проходили путь сами. У них, можно чему научиться, и, это все основано на фактах. Поэтому даже когда фильмы я выбираю, которые я смотрю, я выбираю, например, фильмы, основанные на реальных событиях. Один из моих любимых фильмов – это «Мотылек». Это старый фильм, французский. Я обожаю этот фильм, основан на реальных событиях. После этого фильма, я думаю, у меня какая-то там трансформация мировоззрения произошла. И этот фильм на меня повлиял, потому что человек, он прожил этот путь, и когда вы понимаете то, что человек прожил этот путь, вы доверяете ему еще больше. Поэтому нужно общаться с успешными людьми и понимать, в чем их успех. Нужно общаться с неуспешными людьми
и понимать, что они сделали не так, потому что и там, и там. И самое важное, вам будут говорить «нет», 100%, я уверен в этом. It's okay. Один скажет «нет», второй, третий. Есть кейсы, где там 10 тысяч раз пичи-деки отправили, и в конце там, там 20-30 миллионов долларов подняли. Такие кейсы тоже бывают. Поэтому нужно стараться, и мотивация должна быть внутренняя, а не внешняя. Если вы сами себя не будете мотивировать, а для этого дисциплина нужна. Если у вас нет дисциплины, вы не сможете сами себя мотивировать, потому что вы не сможете там рано просыпаться или там делать какие-то дела, которые вам не нравятся, но которые нужно сделать. Да? И бывают такие дела. Например, сделать какую-то пробежку или заполнить какой-то документ, который вам не надо. Но вам это нужно сделать. Есть венчурные фонды, где они вам отправляют 4 А4 листа, которые нужно вот досконально, там очень много вопросов заполнить. И некоторые уже отваливаются на этом этапе. Я сам заполнял, это был очень муторный процесс, но из-за того, что была мотивация получить деньги, и я думал, ну окей, я сейчас денек потрачу, понервничаю, но это же даст мне шанс поднять деньги, поэтому нужно вот эти моменты тоже учитывать, то, что не всегда вы будете делать все, что вам нравится, и вот это нужно перебороть в себе, и нужно всегда быть открытым, не нужно быть категоричным, не нужно быть супер принципиальным. Рынок меняется, венчур такой рынок, технологии такой рынок. Вы сегодня на какой-то платформе что-то построили, через год это уже не актуально. Или ChatGPT уже там какую-то новую фичу добавил, или там DeepSeek, там другие и так далее. Все, вы уже не актуальны. Нужно уже меняться, нужно уже что-то новое добавлять и так далее. А кто это будет делать? Те люди, компании, команды, которые готовы трансформироваться. Что-то я долго, да? Монологами. Нет, на самом деле это очень круто. Последний момент, последний вопрос. Сейчас вы начинаете свою деятельность с февраля. Ну, начали, Да. получается, свою деятельность с февраля. Когда нам нужно, по вашим планам, следующее интервью короткое снять, показать вашу работу, показать какие-то ваши результаты и рассказать про тот регламент, о котором вы сейчас делаете? Когда наше следующее интервью? Я учился в лицее в Бухаре, факультет физики и математики, 4-й лицей при БГУ, Бухарском государственном университете. У меня был однокурсник. У него день рождения было 1 апреля, и он жил по улице Правда. Поэтому я думаю, 1 апреля. То есть, получается, 1 Да. апреля мы уже с вами сможем Да. короткое Какие-то результаты уже, такой апдейт получить. показать офис, показать ваших Да. сотрудников в целом. Ребят, мы в любом случае 1 апреля мы это снимем. Оставьте в комментариях, какие вопросы и какие моменты мы должны еще учесть во время съемок следующего нашего короткого интервью с Азизбеком и его командой. Вот вы символ стартапов. Почему? Потому что стартап, он не выбирает локацию, он может быстро передвигаться, он может менять план, он может менять формат, он может менять команду, он может менять систему. И мне очень нравится, с чего вы начинали, какой был формат, сейчас какой формат и за какой промежуток времени вы это сделали. Поэтому я очень рад за вас. Вам, оказывается, 23, я не знал, я сегодня узнал. 23 года, я думаю, это очень хороший результат. И самое главное, это нужно идти до конца, не останавливаться, потому что каждый день, если вы даже что-то будете улучшать, 1-2%, 1-2% и так далее, за 1 год у вас будет вообще супер крутой результат. Спасибо большое. Вам спасибо большое. На самом деле мы надеемся, что не только вы так думаете, и наш стартаперский путь, и то, что мы станем, дай бог, не только лицом технологических стартапов, но и всех в целом стартапов и IT-компаний в Центральной Азии. Мы будем показывать тех ребят, которые есть здесь, тех ребят, наших ребят, которые есть за рубежом. Поэтому это наше начало, и мы только начинаем, улучшаемся, пивотируемся и привлекаем инвестиции. Поэтому будем иметь и с вами дело, и с другими фондами, и с другими партнерами. Спасибо еще раз. Пока.